То есть я думаю, что это более эффективного средства для поддержания хорошего качества жизни, хорошего состояния, тонуса, в общем-то, ну, нет. Здравствуйте, мне 36 лет. Синтезит я начал принимать месяц и где-то 15 дней назад, полтора месяца назад. Значит, из первых ощущений, буквально с первого дня приема я почувствовал привкус металлического железа во рту. Это были первые ощущения. То есть я понял, что он действует. Э, Дальше, значит, наблюдая за своим организмом, я что заметил? Ну, чтобы не повторяться, все стандартные ощущения, что сон улучшается, легче просыпаться, легче мотивировать себя на какие-то дела новые. Вот это особенно меня удивило. Стал заниматься спортом, стал заниматься теми делами, которые я долгое время не мог начать делать, откладывал. И это был, возможно, самый сильный эффект. То есть это было связано, возможно, с более качественным, более хорошим самоощущением. То есть больше жизненной энергии, больше сил. Вот. В процессе приема, ну, когда прошло уже какое-то время, 10-20 дней, то есть это состояние стабилизировалось, и оно перестало вызывать уже какие-то новые ощущения. Что хочу еще заметить? Такие же примерно были ощущения у моих родственников, кто принимали это. То есть это не какое-то сильно действующее вещество, эффект которого должен быть ярким, а это то, что это вот тонкие ощущения, которые в себе нужно как бы улавливать. И они дают вот Ну, этот тонкие результат. ощущения, вы говорите, вот вы почувствовали, что у вас мотивация стала лучше, да, жизненной силы Да, прибавилось. То есть это, по сути дела, улучшение жизненного тонуса, если общими словами это сказать. И да, хотите сказать, да, что вот тонуса. некоторые люди, да, просто они не понимают, что у них улучшился жизненный тонус, и на это надо как-то внимание обращать. Ну, конечно, да. Нужно чувствовать свой организм, замечать какие-то детали, и тогда это становится явным, Мгм. ощущение А по становится вам так явным. получается, то есть вы планомерно вот эти вот энергия возрастала потихонечку, да, улучшалась, так это выглядело? Это, как я сказал чуть раньше, это было порядка 10 дней. Вот были ощущения более сильные, что вот энергия. Потом ты к этому состоянию привыкаешь и уже в нем живешь. После того, как я э, пропил 30 капсул, то есть полторы банки, я сделал перерыв на 10 дней. Вот, сегодня у меня этот перерыв закончился, и за эти 10 дней я почувствовал разницу. Насколько? Насколько разница с тем ощущением, как до приема и после, в смысле? Но если сравнить вот во время приема разницы, да, вы почувствовали разницу, и до приема, как вот это вот соотнести? Вот именно разница вот в этом тонусе, мотивации. Стало тяжелее себя заниматься, заставлять заниматься спортом и какими-то еще делами. То есть это именно вот это ощущение энергии внутренней. То есть когда ты все делаешь налегке, с какой-то радостью и с легкостью, и когда тебе нужно для этого прилагать уже, заставлять себя в чем-то. Вот это было для меня самое яркое ощущение для синтезита. То есть я хочу заметить, что у меня довольно хорошее здоровье, я, в общем-то, ничем не болею, занимался всегда спортом. Вот. Но вот эти моменты, они для меня оказались самыми сильными, самыми яркими. Поэтому я продолжаю принимать, и вот сегодня я продолжу прием синтезита, чтобы опять ощутить этот тонус и опять почувствовать эту энергию. Ну, а если сравнить с каким-то вот состоянием, которое вы помните, на что это может быть похоже, вот этот тонус? Этот тонус, это, Как, э, как когда? м, м, Когда м. вы себя чувствовали последний раз вот так? Нет, я не могу вспомнить такого. В молодости? Может быть, в молодости? Сейчас ощущаю себя в молодости. Возможно, это
вот есть осенний, когда осень, там декабрь, возможно, там ноябрь, спад идет, естественный спад энергии организма, вот, и потом, соответственно, подъем какой-то бывает. Вот, может быть, с этим. Но так трудно ощутить его. Не могу ни с чем сравнить. Это, в общем-то, ну, непередаваемое ощущение. Но не знаю, если бы я по себе сравнивал, как в детстве. То есть просто берешь и делаешь. Тебе нравится, ты это быстро делаешь. Ну, возможно, но я вот в детстве оно как бы постоянно было так всегда, границ не было. Вот-вот, я про это и говорю. Да, да, вот. Ну да, интересное такое замечание, конечно же. Ну, понятно, да, заболеваний каких-то нет, нос всегда был чистый, то есть не можете вы сказать, что у вас носоглотка как-то почистилась, да? Дыхание легче стало, дыхание стало легче. А, Ночью нос не закладывает, хотя бывало иногда такое. Ну вот, а говорите, что это ничего другого не было интересного. Нет, интересных моментов достаточно много. Я их сейчас еще попробую повспоминать, они просто не лежат так на поверхности. Вот интересный момент с баней. В баню я хожу довольно часто, то есть у нас есть компания. Во время приема синтезита баня переносится легче. Намного больше идет потоотделение. После бани, после бани во время синтезита я теряю 2 килограмма веса. Я начал взвешиваться специально. То есть потому что я обратил внимание, насколько идет интенсивное потоотделение. То есть легче дышится, нету тяжести в голове. Я думаю, это связано с эффектом вот, разжижения крови, более жидкой крови. Легче дышится вообще или в бане? Ну, в бане, в бане. Угу, Ну, я конкретно говорю про баню, то есть там легче дышится при высоких температурах, нету давления, давления на, скажем так, внутричерепного, может быть, давление такого сильного, когда хочется выйти скорее продышаться из парилки. То есть баня переносится легче и эффект более сильный от нее. А сколько у вас вес? У меня вес был до начала приема 92,7. Ну, последнего я взвешивался 92 килограмма 700. Сейчас 89. Угу. То есть это ушла лишняя жидкость. Да, лишняя жидкость и вот этот жир, который откладывается на животе, на боках, то, что называется висцеральный жир, он тоже ушел. А в процентном соотношении вот висцеральный жир как-то измеряли, может быть, метром? Нет, нету таких весов. Нет, это чисто визуально и вот по ощущениям. То есть фигура выглядит, получается, сейчас более подтянутой. Да, значительно. Ну, опять же, я это связываю с тем, что я начал более интенсивно заниматься спортом. Я, то есть, почувствовал силу, энергию для этого. То есть около года до начала приема я не занимался, и вот я уже ощущал, что я начинаю набирать вес, что я чувствую себя хуже, но вот внутренней мотивации мне не хватало. А сейчас, получается, появилась, да, такая? Да, сейчас такая мотивация появилась. Угу, угу. Хорошо, а вот, знаете, по сну, вот во время сна многие наблюдают, что улучшается восприятие снов, красочность снов. Не было таких эффектов? К сожалению, нет. 3 маленьких детей, и они ночью просыпаются. Угу. Не удается запомнить сны. Но вот этот вот момент, когда ты проснулся, пошел, сходил и лег сразу заснул. То есть вот эти перерывы сна, они стали такими, менее значимыми. То есть Угу. быстро проснулся, встал, быстро уснул. А детям не пробовали давать синтезит? Детям давал вместе с соком, разбавлял на 3 одну капсулу, но это в разовом, как бы. То есть длительного эффекта нет, я просто дал, попробовал, то есть выпили, ну, все. Ну, планирую давать. То есть я сейчас жду следующую упаковку и буду как бы уже и детям давать. А планируете с какой целью давать? Профилактической или какие-то конкретные? С целью, так, ну, скажем так, сейчас даже те же фрукты, овощи, они содержат гораздо меньше биоактивных веществ.
А железо это то, что нужно детям в первую очередь. Мгм. Ну да, да. Восполнить Хорошо, элементы. хорошо, хорошо. Так, ну, может, какие-то еще есть ногти, волосы не стали расти, нет? Волосы расти не стали, как бы, но выпадать перестали. Ну, у меня короткая прическа, это трудно заметить, объективно. А выпадение вы как-то фиксировали, получается, или... Нет, нет. Ну, в общем, да, это такое, то есть... Ну, у меня перестали выпадать, то есть раза в 3 меньше стали выпадать. Как бы я это конкретно зафиксировал, а по количеству вот именно выпадающих волос. У меня дело в том, что я вообще стригся, у меня было полностью под ноль, вот. И это было и до периода, ну, я не могу зафиксировать, нету возможности это отследить. Но все равно они так быстро расти не станут. То есть там пройдет Понимаете? какое-то время. Вот у меня у матери начали эти, я говорил, не говорил, брови расти. У него были тоненькие такие, 60 лет. Прям Мгм. такие тонюсенькие остались, но как бы вообще очень слабо росли. Вот новые полезли, говорит. Нет, ну, борода, как бы, борода хорошо растет. Ну вот, знаешь, вот эти вот 10 дней, то, что я перестал пить, самое яркое ощущение все-таки на уровне, ну, не психологии, не эмоциональное, но вот значительно выше, как это раздражительность, что-то вот такое вот, беспокойство какое-то. Вот. Ну это до приема синтезита было примерно такое же или как? С чем сравнить? Во время приема синтезита стало намного более ровное психологическое состояние. Более ровное. Я это заметил, потом я поговорил с мамой, она тоже принимает. Она вначале говорила, что вроде я ничего не ощущаю, но потом, когда начали разбирать детали, оказалось, вот, что симптомы примерно такие же все. И она тоже мне сказала, что самое интересное вещь, что у меня стало вот внутреннее такое спокойствие, там какие-то события происходят, они меня не сильно беспокоят, все это как бы не так важно, и вот такое уравновешенное внутреннее состояние. Мгм. Ну да, Вот. да, многие это замечают. Тоже замечаю. А вот ты когда 10 дней, получается, не принимаешь, то ощущаешь как до приема это состояние? Или оно еще хуже становится, типа беспокойство, чем... Нет, просто, видимо, э, вот именно вот этого жизненного тонуса нету, жизненной энергии, и вот и внутреннее состояние, оно тоже, соответственно, немножко так бы проседает, то есть немножко больше там что-то делать не хочется, где-то больше лени, где-то больше там какого-то этого, вот из-за этого. Я это так и для себя понимаю. Мгм. Когда ты делаешь меньше, ты внутренне менее удовлетворен собой. Ну да, и еще кто-то себя начинает обвинять за то, что он там что-то не сделал, злиться на себя самого, это переносит на окружающих в итоге. Да. Вот эта цепочка, она такая вот примерно, да. Нет. Какие-то порезы, может, были, раны во время там заболевания ОРЗ, гриппом. Ничем не болел. Вот хруст в коленях стал меньше. Ну, по утрам особенно. То есть колени хрустели, потом перестали хрустеть. Вот. Но это опять же связано и с тем, что суставы стали лучше себя чувствовать, и с тем, что начал заниматься спортом, то есть мышечный тонус, каркас подтянулось, все, и вот стало как бы эффект, в общем-то, во всех сферах дает. Мгм. Ну хорошо. То есть я думаю, что это более эффективного средства для поддержания хорошего качества жизни, хорошего состояния, тонуса, в общем-то, ну, нет. Ладно, будем считать это такое небольшое пожелание для наших зрителей. Да. Или есть что-то еще добавить? Что, желаю всем здоровья, хорошего самочувствия, веры в себя. Хорошо, спасибо большое за интервью. Здоровья вам, всего доброго. Спасибо, всего хорошего.